я все узнал. Валим на Урал, ура, я военные карты украл. Урал, там живут моя мама и брат. Урал, это там, где родился мой раб. Апокалипсис, киса, не боись, ты ко мне прижмись. Всем привет, это канал Loud Sound. У нас сегодня обычный обзор. У нас обзор новинки от компании Alphard Group. Целый модельный ряд крутейших бразильских, мощнейших усилителей Apocalypse. Как правильно, Apocalypse или Apocalypse? Самые внимательные из вас заметили, что Артем больше не работает в Loud Sound. И у вас возникает справедливый вопрос, с кем же я буду снимать тесты усилителей. Кто меня, самое главное, сейчас снимает. У нас новый таинственный оператор. В этом видео вы узнаете про весь модельный ряд Apocalypse, чем они отличаются от корейских усилителей, от китайских усилителей и от бразильских. Эти усилители у нас приехали с Бразилии. Бразилия у нас как бы так внегласно считается родиной самых мощных усилителей в мире, если не считать город Орел. И, собственно, ответим на вопрос, что лучше сейчас покупать: корейский усилитель, бразильский усилитель, китайский усилитель, потому что вот у меня огромный вопрос. Я сейчас сам звонил вот в Орел, кстати, в Орел звонил и говорил: Андрей Ложков, если кто не знает, производит самые мощные усилители в мире. Я ему задал один простой вопрос. Вот представь, что Басвариор усилителей нет. Что ты купишь, Корею или Бразилию? Что он мне ответил, узнаете в конце выпуска. А сейчас таинственный оператор подходит. Начнем с вот этого малыша. Он реально малыш, чуть больше, чем мобильный телефон. И при этом мы имеем минимум 2800 в 1.0. 3 киловатта заявка в 14,4 вольта, то есть при идеальных условиях, либо при поднятом вольтаже. И дальше мы видим в 4 Ома 900 ватт. Зачем нам 900 ватт в 4 Ома, спросите вы? И здесь кроется самый большой прикол этих всех бразильских усилителей. У нас широкая полоса. Суть заключается в следующем. Вот этот малыш с удовольствием раскачает мощнейший фронт. При этом он очень маленький и стоит при этом всем 26 тысяч рублей. А в чем подвох? А подвох в том, что это Бразилия. Она не очень хорошо себя зарекомендовала в стабильности. Вот у нас здесь ярчайший пример. Это Тарамс. Я его купил новый. Это очень дорогое устройство. И он горел 3 раза уже. В разработке этих усилителей, так же как в остальных продуктах Alphard, принимали участие ребята из разработок, принимал участие в тестах лично владелец. Они задержаны были, потому что были проблемы, и пока их не довели до ума, мы их должны были получить весной. Вот. Первые пришли только, к сожалению, осенью, да, в сентябре или в октябре даже. Кроме этого, с бразильцами была проблема до этого. Я не знаю, со всеми ли, но вот с Тарамсом они бились током. Вот банально, но они не бились током, они хуярили. Достаточно было дотронуться до акустических клемм и корпуса. И вас так ебашло. Сейчас это все устранили, то есть схемотехника переработана. А лучше это или хуже сказывается на звуке и стабильности, я, честно говоря, не знаю. Вроде как говорят, что лучше, но они же не будут говорить, что мы сделали усилители, которые хуже сказываются. Схемотехника переработана, это более стабильные усилки, сделанные в Бразилии. А что нам дает то, что они сделаны в Бразилии? Первое — это мощность. Второе — цена, и третье — это широкий диапазон воспроизводимых частот. Это моноблоки, но это моноблоки предназначены не только для сабвуферов, а для вот этого вот пи***ца, который в Бразилии происходит. Если кто-то не видел один из наших обзоров «Самые громкие автомобили», сейчас я прикреплю видео, чем занимаются бразильцы. Вместо 140 тысяч и вот такой вот бандуры мы имеем вот такой усилитель. Это 7800, и заявляют нам 7800 в 1 Ом чистого сигнала. С двенашек, с десяток, вот тех, о которых я говорил, снималось больше всего с прайдовской десятки 6400. Здесь у нас заявка больше, меньше размер. При всем при этом имеем достаточно маленький шаг между мощностями. У нас есть 2800, 3800, 4800, 7800 и 11800. Почему так 800 цифру полюбили Alphard? Видимо, есть что-то зашифрованное, вот всем сосать может. По внешнему виду усилки очень красивые. Вот когда бликуют, видно текстуру. То есть они не просто черные, это какой-то такой, как точеный алюминий. Не знаю, если честно, как это называется. Очень круто реализованное охлаждение. И при всем при этом мой любимый тест усилителя, который я всегда делаю, он очень круто собран. То есть усилки, они обычно, я не знаю, на Тарамсе даже может будет звенеть. Они всегда, вот это вот меня больше всего бесило. Это очень печально. И вот хорошие, дорогие усилочки, там, это всегда
Всегда показатель для меня. Мелочь, а приятно. Давайте посмотрим, как усилки упакованы, как комплектуются. Я уверен, ничего нас здесь не удивит. У нас здесь все скромненько. Бразильцы люди ленивые. Никто значения не придавал. Тут как iPhone, оно не запаковано. Гарантия, инструкция, наклеечка Апокалипс. Шестигранники еще не спи***ли. Все печально. Обращаюсь ко всем сейчас производителям. Делайте праздник после покупки. Понимаете, человек потратил кучу бабок. Усилитель стоит 52 тысячи. Человек потратил 52 тысячи. И он явно не дебил, потому что он купил не iPhone в кредит, да, а вот усилитель нормальный. Он хочет испытать радость. Когда ты iPhone достаешь, ты... Ну, раньше ты испытывал радость, да? Сейчас ты понимаешь, что тебя обули нахуй, там все то же самое. Я не обидел сейчас всех, кто iPhone X купил? Или нас не смотрят те, кто купил iPhone X? Вот это стоит 92 тысячи рублей. Если вы не полный идиот, у вас хватило мозгов не покупать iPhone X за 92 тысячи рублей, вы купили iPhone X 64 гигабайта всего за 80 тысяч рублей. Но если у вас еще больше мозгов, вы сэкономите десятку на питалово и купите 11 800. Это 12 киловатт, ребята, бразильских, в широкую полосу. 12 вольт в 1 Ом, 11 800 чистого сигнала. В 14,4 12 киловатт. Будущее наступает у нас на глазах. Люблю я это говорить часто, он там меня обвиняют, что я там чем-то хвастаюсь. Я восхищаюсь этими вещами. И вот сейчас действительно я восхищаюсь тем, что мы получили маленький усилитель, недорогой, компактный, и стабильность в нем улучшена, схемотехника улучшена. И тарамс я здесь положил не просто так, я его положил для примера. Он стоил 140 тысяч новый, и вы видите его размер. По факту здесь около, ну давайте максимум возьмем, ну 11 можно с него, да, вытащить. Грубо говоря, вот это два одинаковых усилителя. Мы видим, что теперь Бразилия в 1,5 раза короче и в 2 раза дешевле. То есть этот усилитель стоит 70 тысяч. Ну не обошлось и без подводных камней. Есть и минусы. Усилители эти не мастятся. Вам придется их синхронизировать либо по вольтажу, либо какие-то блоки синхронизации делать. Но в любом случае у нас охрененная экономия денег. Место по выбору, чтобы выбрал вот человек, я не знаю, кого придумать лучше в пример. Я задал вопрос Андрею Ложкову. То есть я сказал: Андрюха, нету бас-варьеров никаких, что купишь ты? Он сказал, ну какие условия? Я говорю, ну SPL. Нужно для SPL и ограничений по бюджету нет. Ну, берешь 2 десятки, грубо говоря, там за 120 тысяч, за 130. Или 2 Апокалипса за 70, вот 11 800. Он сказал однозначно Бразилию. Что будет с этими усилителями, время покажет. Сейчас они уже отстояли, если такие жесткие проекты взять, у Коли Термита. В Экспрессе, печально известного, который фура сзади догнала. Случилась у нас такая беда, блин, снесла фура на трассе. Ехали мы в Курск, хотели показать новый результат свой, ну, вот хотя бы на видео все, что было. Поли Тарана, то есть у большого количества спельщиков из Team DevBonds эти вещи поставили. У покупателей я пока лично глазами не видел, вот задал вопрос на Альфард, сказали, ну, пока обращений по возвратам нет. Пока тьфу-тьфу, с этими усилками у нас все в порядке. И я, если честно, вот удивлен. Надеюсь, так и будет. Потому что был у нас горький опыт уже со Стецемом, с Тарамсом. С Стецемом, когда первые пришли, я не знаю, не сгорел, по-моему, только мой, как я потом узнавал у Миши Фаната. У меня был 2К5, и он просто шикарно работал и стабильно, и мне очень нравился и по звуку, и по всему. По усилителям в принципе все, но если усилители это у нас совершенно новая позиция с новым названием, то сабвуферы и акустика, которые теперь делает Альфард Групп, раньше назывались DevBonds, Machete. Все это производится под генеральным брендом DevBonds и будет называться либо Апокалипс, это злое железо, вроде вот этого вот сабвуфера, который многие из вас возможно узнали. И будет бренд попроще, который будет называться Machete. Он уже и был, под ним будет производиться более простое железо. Это у нас 312 DevBonds, он самый, но с обновленной корзиной, обновленной магнитной системой и теперь американской настоящей катушкой. То есть раньше катушки были китайские и очень крепкие. Я не думал, что может быть что-то крепче. Кто был сейчас в Пензе и слушал тринашку, прекрасно понимает, о чем я говорю. Потому что люди садились, и им было не столько громко, сколько жарко. Когда сабвуферы начинают уже огнем пыхать на тебя, и ты их не можешь убить, это очень круто. Леша Джей, 2015, 15. Засунь себе в машину. Как нам заявили, эти катушки даже лучше.
Хотя куда лучше, я не представляю. При этом имеем улучшенный внешний вид. И теперь это не просто боевой жесткий САП, а он еще теперь очень красивый. У него есть очень много других технических характеристик, которыми я не буду забивать вам мозг. Вы должны прекрасно понимать одну простую вещь. Если вы сейчас в Америке говорите DevBones, люди понимают, что это самый мощный сабвуфер в мире. И это у нас новое поколение этих сабвуферов. Кроме этого саба у нас есть еще 415, те, которые стоят в тренажке, те, которые стоят в Хаммере. И в ценовой сегмент до 15 тысяч выпустили нам вот такой вот DevBones. Наверное, замена, я бы сказал, первой серии, 123, 153, 183, если вы помните, такие были. Но саб гораздо прочнее, катушка у него 2,75. Штамп, да, но какой-то прикольный штамп. Сабик такой достаточно тяжелый, увесистый и держит на канале Alphard Sound Technology. Посмотрите, ребята не упустили возможность пиара легкого и сняли тест на этот сабвуфер. Там какая история была? На коробке была неправильная надпись. И эту неправильную надпись закрыли наклейкой. Ну, по всем группам, конечно же, это разлетелось. И сделали репост многие группы, даже конкуренты. С коробкой накосячили, все бывает. Но сабвуфер получился очень даже не херовый. И получил такую неплохую рекламу. И очень хорошо сейчас начал продаваться. Все это есть у нас в наличии на LoudSound.ru в магазине, либо в Ростове на Доватора 132, в Казани на проспект Победы 220Б, в Пензе на Суворова 129. Также есть наш магазин. Все это вы можете там купить, прийти, либо заказать на LoudSound.ru. И те, кто находится в Казани или в Пензе, забрать с магазина, а остальные получат транспортной компании по выбору. Пишите в комментариях обзор, чего еще вы хотите увидеть. Это был канал LoudSound. Всем пока, живите громко. Апокалипсис, киса, не боись, ты ко мне прижмись, все будет заебись, я поверю моям, пиздеть ты нахуя им, ёбург не Майами, баталайк из бис. Анекдот такой есть. Чуть, а глаза красные. На сварку смотрел. А зачем ты на сварку смотрел? Накуренный был. Вот это вот. Артем ушел из LoudSound. Как теперь вы тесты будете писать? Ну как нам писать тесты? Я же теперь на западном, а он теперь хуй знает, как где на западном, да? На соседней улице живет. Обращаюсь ко всем сейчас производителям. Сука. Обратился. Я не самый умный покупатель. Ну даже у меня хватило мозгов iPhone X пока не покупать. Я вот 8 каким-то образом купил. Захотел новый iPhone тоже. Вот просто, знаете, пригорело. Я не планировал тогда машину менять. Машину совершенно случайно поменял. Пригорело, поеду, куплю новую 8. Только с Америки. Только с трапа, вот с самолета. Дают мне телефон, я втыкаю в него симку, достаю новый iPhone. Сука, это та же самая 7 Plus была. Та же самая. Никакой разницы. Вот это вот я тогда понял, что стало с Apple в этом году. И десятка, в принципе, ничего не исправила. Конечно же, покупая в LoudSound, вы получаете очень приятные подарочки. Так, а при покупке апокалипсов, как вы говорите, апокалипсов,